Друзья, всех приветствую на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом наконец-то выбрались к линочурке. Выбрались, но пока еще не добрались. Сейчас хоть зашли за поворот и ветерок поменьше, хотя дует прилично. А до этого, конечно, я уже сомневался, что хватит заряда аккумулятора. Дуло так, что еле продвигались против ветра. Вот, ну как-то прошли сложный участок. Уже тут знакомые очертания. Скоро будем на месте. Я пытаюсь троллинговать, но буквально только забросил, потому что до этого невозможно было ловить. Все вещи скакали, выпрыгивали из лодки. Карлос чуть не вывалился опять. В общем, сейчас все наладилось. Идем к цели. Карлос, смотрю, все думает нырнуть, но никак не осмелится. Наверное, уже приспичило в туалет. Сейчас подойдем где-то ближе к берегу, и я его отпущу, пусть бежит вдоль берега. Тут уже осталось недалеко. Немного не успели с Карлосом, дождик начался. Карлос таки не выдержал и спрыгнул, пошел к берегу. Пошли, пошли, Карлос. Давай, давай. Я понимаю, что домик должен быть где-то здесь уже, но ее абсолютно не видно, его. Я все говорю как о землянке. По всем приметам вижу, где деревья упавшие. Ух ты, утята мелкие-мелкие какие-то. Недавно только вылупились, наверное, такие малепусенькие. Вообще не видно. Маскировка то, что нужно, получилась. Вон верша стоит. Юра звонил, говорит, пробовал на нее ловить, вроде что-то попадается. Накупался, набегался. Молодец. Кто там кричит, Карлос, так? Иди проверь, кто там каркает. Так, сейчас проверю, сколько осталось в аккумуляторе. Если будет такая же погода, как и в эту сторону, встречный ветер, волна сильная. Да нет, хватит. Без нагрузки он опять восстановился. 13,2 вольта. Отличный показатель. Столько времени мы прошли. Думаю, без проблем вернемся и назад. Какую дощечку хорошую прибило к берегу. Надо достать. Так, что ж у нас тут в домике? Ага, вот Юра несколько рядков положил поленцев. Окошко маленькое поставил. Свежее еще. Недавно, значит, был. Я созванивался с ним. Он говорит, что ходил на ту сторону водоема на лодке, на моторке. И набрал там песка. Да, вот есть немного. Правда, он какой-то темный. Но за неимением другого, я думаю, пойдет. Здесь везде почва, ну, обычная земля и глина. А на той стороне есть песок. Там сосновый лес, песчаная почва. Раньше я кладку делал из смеси глины и мелкой ракушки, уже такой побитой волнами. Хорошо держится, не трескается. А с песком нужно еще посмотреть, как она высохнет. Вот уже вода понемногу уходит, и можно набирать эту ракушку. Вот ее набивает волной возле берега. Вытащу лодку на берег, потому что если разыграется опять шторм, то ее может веревочку перетереть, будет постоянно волной бить о берег, о ракушку. А лучше уже вытянуть. Тем более это лодочка маленькая, не такая, как моторная трансовая. Вот, эту лодочку даже
вместе с мотором можно. В одиночку. О. Да, не нарадуюсь я вот этими новыми аккумуляторами своими и другими электрическими новыми моими приблудами. Теперь можно находиться автономно очень долго здесь. Ну и где ты? Что, на твоей дорожке лодку поставил, да? Сейчас подвину. Ну что, теперь пойдемте внутрь. Пойдем, Карлос. На улице пасмурно и листва на деревьях. Теперь не знаю, будет ли хорошо изображение видно без фонариков, без лампочек. Так-то для глаза вполне нормально. Надеюсь, что и камера все передаст, как здесь на самом деле. Так, что тут новенького? Стол, я слышал, Юра начал делать. Нет, так это не старый стол. Старый был такой ровненький и вскрытый маслом. А куда же он поставил старый? На улице вроде не видел. Ладно, потом похожу вокруг. Может, где-то использовал его как козлики, становился на него. Ну а так вроде без изменений. Окошко, пару рядочков. Совсем немного осталось, чтобы закончить. Лучок пророс. Как будто в баночках стоит. На подоконнике растет. Прикольно. Да, вот этот угол от окошка и до столба так двумя поленцами. Одно так, в шахматном порядке. Я думаю, до верха будет красиво смотреться, как такая колонна. Ну и здесь пару рядочков. А вот еще там специально, ну как специально, там планируется вентиляция, и вот туда нужно будет заложить в этом углу и в том дальнем. Ну и вот эту распорочку можно будет, наверное, открутить и убрать. Она единственная осталась, которая снаружи. Все остальные внутри кладки распорки, которые есть. Каркас держится очень жестко. И теперь она уже не нужна. И вообще вся прелесть этой конструкции в том, что если где-то какая-то проблема, например, с раствором, потрескался, усохся сильно. Ну, здесь я пока не вижу каких-то глобальных проблем. Можно немножечко подштукатурить, где-то подмазать, а так все в порядке. Но если, предположим, так случилось, то можно без каких-либо проблем разобрать ее, эту стенку, и заново переделать уже с другим раствором, с другими пропорциями. А каркас будет держать крышу, окна и все остальное. Ночевать сегодня придется с комариками. Их тут, конечно, не очень много, но присутствуют, потому что здесь было забито баннером. Теперь он подрезанный, не достает, не закроешь уже. Сейчас первым делом хочу установить вершу, чтобы за ночь, может быть, попадется рыбка для найка. С Карлосом у нас много провизии взяли сегодня. На лодке-то не тяжело перевозить. Вот. А найк там рыбку заждался уже. Она вроде как в воде, верша должна напитаться водой хорошо, чтобы ее проще было заглубить. И поставлю ее где-то в камыше. Я взял с собой прикормку, сделаю несколько шариков, кину внутрь. Надеюсь, удастся что-нибудь поймать. Малечков много. Замокло нормально. Сейчас чуть глубже, интересно, будет тонуть или не будет. Не, все-таки немного плавает. Надо догрузить камнями. Или как я в том году просто под камыши или как-то палками их укреплял, уже не помню. Что-то я погорячился. Прохладно сейчас.
Бррр. Так. Это баннер, на котором я просеивал эту ракушку, а потом так оно и зазимовало здесь. Хорошо, что нашелся, чтобы не загрязнять. Надо забрать его домой и выкинуть, он уже весь порванный. Хотя может где-то еще куски пригодятся. Так, а где же досточка? А, вот она. Немного отнесло. Хорошая такая прямо. Строганная. Откуда она приплыла? Опа. Класс. Да, класс. В хозяйстве пригодится. Сейчас быстренько переодеваюсь в сухое, а то как-то прохладно и комарики подзаедают. И буду готовить ужин, потому что скоро будет темнеть. Добирался я долго. Завтра единственный выходной, поэтому вот так вот вырвался. Что ты, Карлос, вздыхаешь? Тоже есть хочешь? У тебя все готово. Сейчас тебе выдаю. Не, вместе будем есть. Потерпишь чуток. Да, воды, конечно, в этом году как раньше. Когда я вот приехал сюда в 21 году, вот примерно так же было. И в те времена, вот если зайти немного на обрывистый берег, можно было увидеть, как крупные головли плавают прямо понад берегом. Потому что как раз в этот же период у жуков, оленей, то ли брачный сезон, или они, их очень много погибает, они там то ли дерутся между собой, то ли не знаю, как это там у них происходит. И очень многие попадают в воду. И я видел, что крупные головы часто подбирает, подъедает этих жучков. Порой таких довольно крупных. Завтра с утра пройдусь, посмотрю. Если увижу головля, то попробую половить на корочку хлеба. Карлос, что это было? Ты чихнул или пукнул? А? Дровишки сырые. Весь лес сырой, но, как ни странно, ни одного гриба нет. А здесь, в этом месте, они, сами видели, постоянно бывают. И белые, и всякие разные. А ну, стойка. Дай. Что тут у тебя? Клещ. Дай уберу клеща. Еще один. Где ты их нахватал? Постой. Карлос, постой, говорю. Готовить сегодня буду плов. Давно не делал, а очень я его люблю. В прошлый раз я, по-моему, делал
так называемый туристический плов из тушенки. Сейчас взял мясо. Не помню, что там. Такое жирненькое специально. По-моему, ошеек, кажется, ошеек, да. Думаю, должно получиться. Готовить буду, конечно же, на улице, на костре. Ну, во-первых, вкуснее будет запашок дыма. Ну, а во-вторых, если я затоплю печь там, то будет очень жарко. Сейчас тепло уже. И спать будет с печкой. Там же внутри из кирпичей выложено, ну, как бы ходы там. И они прогреются, и будет очень жарко. Поэтому, если не успею, потемнеет, ну, буду с фонариком как-то доделывать. Будет на следующую неделю рабочую для работы. В эти, как их, судочки, контейнеры. И на работу на обед. Буду делать все просто, без какой-то последовательности. Есть сначала там хорошо прожаривают мясо, потом вытягивают, а потом лук, морковь. Я буду сразу лук, чтобы он хорошенько подрумянился, потом сразу морковь и мясо. Что ты там, Карлос, кряхтишь? Похоже, что мяса многовато будет. Еще нужна и морковь, и рис. Не знаю, поместится все или нет. Я вот сейчас срежу. Немного начал переживать за себя. Я только вот сейчас заметил, может, у меня что-то, ну, проблема какая-то на данный момент, вот с, крови не хватает к мозгам или что-то такое. Потому что у меня повылетали некоторые вещи из головы. Вот я не могу вспомнить, как называется вот эта посуда, в которой готовится, да, или вот на чем вот, морковь, как его вылетела, и все, где ее тереть, ну, терка или как. Я, если честно, в шоке. Немножечко стрёмно. Что так многие какие-то слова не могу вспомнить ни в какую. Хотя так, самочувствие вроде все в порядке. Карл, как эта штука называется? Где такая вот чик-чик-чик-чик трешь. Не ешь жука. Сейчас я тебе открою твою консерву. Ух ты, какая-то рыбка плюхнула крупненькая. Интересно, что там. Вы. Опять забыл, как называется. Снасть рыболовная. Морда помню, но это как еще их там много названий. Блин. Не очень как-то это все мне нравится. Морда, верша вспомнил. Но их еще несколько. Верша. Больше не помню почему-то. У меня уже не впервые такая ситуация, когда вот как-то мозг начинает тормозить. Какие-то
Слова забываю. Еще, как ни странно, я когда приезжаю из города сюда, в городе, ну, однозначно у меня давление повышенное, но я так стараюсь там пить таблетки регулярно, но как-то там чуть меньше дозу, чтобы, ну, не сильно там. Потому что когда сильно давление уменьшается, соответственно, в мозг, если сосуды уже не очень, в мозг может плохо кровь поступать. И вот из-за этого, может, немножечко притормаживает память и вообще работа мозга. А вот когда я приезжаю сюда, в поселок, на природу, я меряю, и я знаю, что я уже 2 дня не пил таблетку, и давление четко в норме. Либо это, ну, вот, ерунда. Я не могу формулировать, да. Потому что мозг сейчас, видимо, из-за того, что небольшое давление нормальное, а я привык, у меня было очень повышенное, там за 200 постоянно, там 260 на 140, вот такое у меня бывало. 140 это нижнее давление, которое у меня, а норма этого нижнего высокого давления, вы сами знаете, там 120 реально на нижнее 80. Короче, у меня нижнее давление выше, чем верхняя норма. Обычно бывало. А вот сейчас приходит в норму потихонечку. Но вот немножечко я не это самое. Не могу предложение собрать из слов. Ну, скажем прямо, не совсем правильный плов получается. Плов обычно дает цвет такой, ну, вы знаете, какого цвета должен быть плов, такой желтоватый, что ли. Многие думают, что это от специй или морковки, например. Но на самом деле лук нужно и мясо так хорошенечко поджарить, чтобы он прямо вот прилип к посуде, к этому чугунок же, да, к чугунку. И потом, когда уже добавляете воду, тоже вылетело у меня из головы, как называется вот это вот, когда оно начинает кипеть. Есть название такое. Не вспомню. Так. В общем, цвет от того, что хорошенечко зажариваются ингредиенты. Мясо, морковь, лук. И тогда рис становится таким золотистым. Ой. Кажется, вспомнил. Вот это вот, когда варится на медленном огне. Там добавляется часть специй. Мясо, лук, морковь. По-моему, это называется зирвак. Вот этот процесс, когда все это готовится. И потом уже добавляется рис, чеснок. И все накрывается, и тоже медленным огнем, на медленном, еще полчаса или где-то 35 минут рис доходит до готовности. Да, по-моему, зирвак. Сейчас немного перекушу. Достал несколько кусочков мяса. Во-первых, проголодался. Во-вторых, рис точно влезет. Вот. А может и мозги включатся. Что я сегодня как-то... Не, ну я обедал-то сегодня. Уже приготовилась. Пойдем, Карлос, заходи. Ну что, все ингредиенты добавил. На небольшом огне плов доходит. Пока... А, ну, стоять. Стоять. Думал, что этот клещ, но нет.
Просто какая-то щепочка. Все, давай вот туда залазь на коврик свой. А я пока постелю свою кровать. Так, надо закрывать дверь, а то комарики на свет примчатся быстро. Ну что, мы уже с Карлосом будем отдыхать. Минут 15 осталось для окончания процесса на костре. Но спать уже охота, я привык рано вставать, уже темно, 10 часов вечера. Обычно рано встаю, рано ложусь. В общем, кушать уже буду завтра. Ну, в 10 часов это уже поздновато для ужина. Всем спокойной ночи, увидимся завтра утром.